Привет, друзья! Я юрист Валерий Табаков. Сегодня мы продолжаем рассмотрение того, что происходит в деле об убийстве Ирины Фарион. Мы углубимся в сегодняшнее заседание, на котором произошел абсурдный и поучительный случай нашей украинской судебной практики. Это касается Вячеслава Зинченко, который выступил как мастер импровизации в зале суда. Он обвиняемый в убийстве Ирины Фарион, известной языковой активистки. Мы рассмотрим последнюю его попытку смягчить меру пресечения, заменив арест на что-то помягче, вроде домашнего ареста или залога. Разберем подробно, шаг за шагом, с аргументами из УПК, Уголовно-процессуального кодекса Украины. Когда мы видим, как обвиняемый в тяжком преступлении несет в судебном заседании полную ерунду, а его окружение от адвокатов до мамы и группы поддержки только усугубляет фарс, это не может не вызвать, не то что хохот, хотя бы улыбку, но ее нужно сдерживать, друзья, потому что дело серьезное. Но скорее она вызывает то, что произошло, там гримасу отчаяния от уровня юридической грамотности. По всей видимости, это касается только Вячеслава Зинченко. Мы поговорим, почему его аргументы – это не стратегия защиты, а сплошной провал. Почему суд правомерно продлил арест на еще 60 суток и почему вся эта кампания по защите Зинченко выглядит как сборище идиотов, которые решили, что суд – это реалити-шоу, а не место для серьезных дебатов. Итак, давайте начнем. Фон дела. Зинченко обвиняется в умышленном убийстве по статье 115 Уголовного кодекса Украины. Это тяжкое преступление с политическим оттенком, поскольку Фарион была публичной фигурой, борющейся за украинский язык. Дело тянется с 2024 года, а Зинченко уже не первый месяц, уже больше года проводит в СИЗО, следственном изоляторе. Почему арест? Потому что, согласно УПК, мера пресечения выбирается с учетом рисков, чтобы обвиняемый не скрылся, не повлиял на свидетелей, не уничтожил улики и не совершил новое преступление. Это не прихоть судьи, это строгая норма права. Прокуратура представила солидные доказательства, экспертизы, свидетелей, мотивы, вещественные доказательства. Все это подтверждает подозрение. Суды неоднократно продлевали арест Зинченко, опираясь на статьи 177-184 УПК, где четко прописаны критерии. Кто хочет углубиться, читайте официальный текст Уголовно-процессуального кодекса на сайте Верховной Рады, смотрите статью 177, это цель и основания применения мер пресечения, включая оценку рисков. Статью 178, обстоятельства, учитываемые при выборе меры пресечения, такие как тяжесть преступления, возраст, социальные связи, другие обстоятельства. Статью 183, содержание под стражей как исключительная мера, только если другие альтернативы не работают. Статью 184, требования к ходатайству о мере пресечения, включая обоснование рисков. Эти статьи – это основа того, на что опирается суд. Суд просто не может пожалеть обвиняемого, он обязан оценить риски по полной. А теперь переходим к главному, к тому спектаклю, который разыгрался в судебном заседании 5 марта 2026 года, где Зинченко просил смягчить меру. Но, друзья, вместо того, чтобы использовать реальные юридические аргументы, например, доказать, что с прошлого продления меры пресечения риски не выросли,
как того требует статья 177 УПК, оспорить доказательства, то есть сказать, что они слабы, экспертизы сомнительны, есть кое-какие и алиби, там двойной Зинченко появляется, сослаться на превышение разумных сроков рассмотрения дела по статье 6 Европейской конвенции по правам человека. Дело тянется уже более года, и это может быть основанием для жалобы в ЕСПЧ. Ну или хотя бы он мог акцентировать на гуманитарных аспектах, вроде там температура в камере ниже нормы 18 градусов, плохая еда, ухудшение здоровья. Зинченко выдает шедевр. Он заявляет: меня в камере сокамерники учат делать наркотики, подделывать деньги, хранить оружие, готовить взрывчатку. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, бедненький студент. Как будто СИЗО – это не место изоляции от общества, а элитная школа для будущих гангстеров, где он получает бесплатное образование. Сарказм, да, но это, друзья, чистый абсурд. Представьте, судья сидит, слушает этот бред и думает: парень, ты только что сам аргументировал то, почему тебя нельзя выпускать. Если вдруг выйдешь и применишь свои новые навыки на деле, будешь готовить взрывчатку, изготавливать наркотики, подделывать деньги, хранить оружие, ну и тому подобное ништяки. Это, друзья, не жалоба на условия, это саморазоблачение Зинченко. Если бы я был на месте прокурора, ну, может быть, и вы тоже, я бы попросил стенограмму и использовал бы ее как дополнительный аргумент за продление меры пресечения. Видите, ваша честь, обвиняемый таки признает, что арест делает его еще опаснее. Он уже умеет делать взрывчатку, изготавливать наркотики, подделывать деньги, хранить оружие. Ну, только выглядит придурком в области права, но это мелочи, ваша честь. Друзья, давайте разберем ошибочность этой позиции Зинченко подробно и аргументированно. Во-первых, такие его заявления абсолютно нерелевантны критериям Уголовно-процессуального кодекса. Суд оценивает риски по статье 177 Уголовно-процессуального кодекса, то есть риск побега, риск давления на свидетелей, риск совершения новых преступлений, а не плохое влияние сокамерников на бедного Зинченко. Если условия в СИЗО действительно нарушают права, переполненность, низкая температура, отсутствие изоляции, плохое питание, невозможность там постирать свои вещи или помыться в душе. Это основание для отдельной жалобы по статье 206 Уголовно-процессуального кодекса «Общие обязанности суда по защите прав, включая реакцию на жалобы о насилии или плохом обращении». Но Зинченко такую жалобу не подал и не подает. Формально он просто импровизировал в суде, как комик на стендапе. Ну, помните Валерия Жидкова, да? Примерно такая же тема. Во-вторых, логическая слабость его заявления. Аргумент подразумевает, что арест портит Зинченко, портит его, но это не отменяет исходных рисков по делу. Суд учитывает прошлое подозрение в убийстве, а не гипотетические уроки от сокамерников. Наоборот, это может быть расценено как риск рецидива. Прокурор легко скажет: если он уже учится в камере, представьте, что будет с ним на свободе, какие еще штуки он может выкинуть. И в-третьих, отсутствие доказательств. Где свидетельства? Где
жалобы в администрацию СИЗО, где доказательства плохих условий и влияния сокамерников. Без этого всего, все это выглядит как эмоциональный всплеск или попытка манипуляции стендапера, что снижает доверие к его самозащите. В-четвертых, стратегическая ошибка. Вместо фокуса на слабостях обвинения, например, оспорить мотивы или экспертизы по статье 184 УПК, Зинченко отвлекает внимание суда на ерунду. В итоге суд продлил арест обоснованно, прокуратура доказала риски, а Зинченко их не опроверг, а только усилил. По статье 183 УПК арест – исключительная мера, но в делах с убийством общественного деятеля с общественным резонансом суды всегда осторожны, чтобы избежать побега или давления. Альтернативы вроде домашнего ареста по статье 178 не гарантируют контроль, особенно если обвиняемый сам признает о повышении своего уровня криминального образования. А теперь об адвокатах Зинченко. Адвокатах, в кавычках. Потому что их работа вот в этой ситуации выглядит как саботаж. Где они были, когда их клиент нес такую чушь в роли стендапера? Сидели и жевали жвачку? В репортажах от Суспильне, Грата и других СМИ видно, что защита пыталась говорить о необоснованности рисков и просила домашний арест, но без глубины, ни детального разбора экспертиз, ни ссылок на ЕСПЧ, ни расчетов по статье 178 УПК обстоятельства выбора меры, включая репутацию и социальные связи. А Зинченко взял и все испортил своим стендапом, своей импровизацией. Профессиональный адвокат заткнул бы клиента на месте. Это же базовая тактика. Они должны были подготовить солидный план, оспорить каждую улику, привести экспертов, сослаться на отсутствие новых рисков с прошлого продления, как оно на самом деле есть по статье 177. Вместо этого молчание, а клиент блеет, как потерянный баран. Сарказм – это профнепригодность уровня. Я взял дело для галочки. Если адвокаты не смогли скоординировать стратегию, то они не защитники, а декорации. Может, они думали, что суд впечатлился уроками криминала, но это же идиотизм. В итоге их пассивность только помогла прокуратуре. Суд увидел слабую защиту и без сомнения продлил арест. А мама Зинченко – это отдельный шедевр идиотизма. Она была против того, чтобы я, как юрист в своем анализе, трогал тему плохих условий содержания в СИЗО. Мол, не трогайте эту тему. Она думала, если поднять шум о переполненных камерах, о низкой температуре, о курении сокамерников, плохом питании, отсутствии медпомощи, то, значит, сына могут еще ухудшить его условия. Но, дорогие, это же просто наивность уровня детского сада. Тема условий в СИЗО – это, во-первых, не аргумент для смягчения меры пресечения в главном заседании. Если условия плохие, обязательно нужно подавать отдельную жалобу по статье 206 УПК, против чего возражает мама Зинченко. И суд тогда обязан был бы среагировать на нарушение прав, включая насилие или негуманное обращение, но мамаша решила, что лучше не трогать тему СИЗО, условий в СМИ, и чтобы в конце концов не ухудшить условия содержания Зинченко. В результате суд прямо указал, что жалобы родственников
отсутствует, и жалобы самого Зинченко на условия содержания СИЗО тоже отсутствуют. Ну, сыночек страдает, но молчит, ну пусть продолжает таки молчать. Значит, мама настаивала на нетрогании темы и таким образом выставляет и себя, и группу поддержки, и адвокатов, и самого Зинченко идиотами, потому что нужно такую тему трогать, а не убегать от реальных аргументов. Вот. Значит, ну и, наконец, группа поддержки Зинченко. Эти активисты, которые устраивают пикеты у судов с плакатами «Свободу невиновному Зинченко» и теориями заговора в соцсетях. Ну что, ребята, получили заговор, получили свободу. Они собирают подписи, пишут петиции, но юридических аргументов 0,0. Ни фактов, опровергающих улики, ни ссылок на уголовно-процессуальный кодекс. Вместо этого эмоции. Это подстава властей. Зинченко – жертва системы, когда он в суде выдает свою чушь про уроки криминала. Они аплодируют, он говорит правду. Друзья, это коллективное помешательство. Если бы они во главе с Мусихиной почитали статью 177 УПК, то поняли бы, суд продлевает арест не из злобы, потому что риски реальны, общественная опасность, возможность побега, но нет. Лучше митинговать, одевать футболки с изображением Зинченко и распространять фейки, наезжать на Табакова. Это лучше, чем изучать закон. Они выставляют Зинченко не героем, а посмешищем, а себя идиотками, которые верят в сказки, которые им рассказывают адвокаты. В итоге их поддержка только усиливает аргументы прокуратуры. Смотрите, какая толпа фанатиков. Риски давления на свидетелей очевидны. Ну и в заключение, друзья, дело Зинченко – это мастер-класс по тому, как не вести защиту обвиняемого. Его позиция – это сплошная ошибка от начала до конца, от уроков криминала вместо реальных аргументов до семейных драм и активистского цирка. Суд продлил арест обоснованно, опираясь на УПК, чтобы защитить общество и процесс, а Зинченко с мамой, которая настаивала на нетрогании темы условий содержания в СИЗО, адвокатами, которые проспали стратегию защиты, и фанатами, которые живут фантазиями, просто продолжают свой фарс. Нам, юристам, есть над чем посмеяться и чему поучить зрителей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь в комментариях, сталкивались ли вы с подобным идиотизмом в судах. До новых разборов. Ваш Валерий Табаков, юрист.